Всем привет, вы на канале Польза.нет, и стандартно мы сначала идем топить Huawei Puro 70 Pro, а потом я уже буду про него долго и упорно рассказывать со сравнениями и примерами. Так, давайте будем откровенно говорить, что я не напрягаюсь. Я напрягаюсь все-таки с Huawei. Почему? Потому что Honor 200 у меня недавно тонул. А Honor и Huawei это все-таки плюс-минус одна контора. Будем надеяться, что это дело у меня не помрет. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Huawei Puro 70 Pro. У меня уже был обзор прожарка, у меня уже был обзор одним днем в Японии, я рассказывал про этот смарт. Я его уже тестировал по-всякому. И могу вам сказать одно. Если вы смотрели на него какие-то критичные обзоры, скиньте мне, пожалуйста, их. Потому что информации про него крайне мало. Допустим, половина программ вы на него вообще не сможете установить. Некоторые вещи на него устанавливаются, но с проблемами. По видео он однозначно не лучший. Сравнивать я его буду со смартфоном, который в 2 раза дешевле. Pixel 8a. И для себя решите, стоит ли он в 2 раза дороже. Если говорить про его возможности, повторяюсь, он на Android 12 версии. Вы услышите это несколько раз за ролик. Технология процессора 2018 года. В принципе, у Kirin она в 2018 году и была 7 нанометров, но здесь больше ядер. Возможно, кому-то этих баллов Antutu будет достаточно. У меня было довольно большое количество различного вида проблем. И теперь могу рассказать, что я его все-таки протестировал. Здесь классный экран с довольно хорошей яркостью. Помимо этого, материалы просто топ. Металлическая рамка. Мне очень нравится его дизайн. Мне импонирует, как они делают фотографии. Я не назову их лучшими, но кому-то так удобно. DxOMark, тебе привет. И в целом устройство стоит вашего внимания, но исключительно с точки зрения узнать. Но приобретать обязательно посмотрите, резюмирую. Потому что, как вы понимаете, если железо старое, продают его по весу. Если его продают по весу, самое выгодное продать вам вот это дело. Чтобы вас успокоить, если вы живете на заводе в Китае, вполне возможно, вы его получили бесплатно. Там в некоторых местах их раздают. Если вы приобретать его собираетесь не в Китае, я советую вам 10 тысяч раз подумать, стоит ли вам платить за их проблемы. Потому что на более современном железе, с более современным программным обеспечением, а их оболочку не берем, мы берем только основу Android 12. Вариантов довольно много. Чтобы меня сразу не считали хейтером Huawei, я в 1000-й раз повторяю, что у Huawei лучшие аксессуары на рынке. И очень часто, учитывая качество экранов, одни из самых выгодных предложений по, допустим, планшетам, если тебе нужен сразу купить планшет, клавиатуру и стилус. Но ты знаешь, что какие-то программы у тебя будут не устанавливаться. Вот в этом смысле они прям топ. Все. Смотрим. И напоминаю, на канале стандартный розыгрыш. Разыгрываю я смартфон Poco X6 Pro ежемесячно. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Присутствовать на стримах, розыгрышах, которые в конце каждого месяца, не обязательно. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется Puro 70 Pro в упаковке из плотного картона. На ней есть название производителя, модели и краткие характеристики. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам смартфон, кабель Type-C, блок питания Supercharge на 100 Вт, краткое руководство пользователя, чехол и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Вес смартфона составляет 220 граммов, а габариты 163 на 75 на 8,5 мм. Поставляется данный девайс в черной и белой расцветке, а в китайской версии еще и фиолетовая расцветка. Дизайн, как у младшей модели этой линейки. Выглядит смарт стильно и солидно, тыльная часть стекло, рамка выполнена из металла. Собран смартфон хорошо, материалы тактильно приятные, грани закругленные, в руке смарт лежит комфортно. По отзывам многих, а многие уже его несколько месяцев используют, у кого-то он в идеальном состоянии без чехла, у кого-то царапается моментально в чехле. Читайте форумы, сколько людей, столько и мнений, но негативные, разумеется, затираются. Смартфон имеет официальную защиту по стандарту IP68, мой экземпляр после утопления не погиб, что радует. Далее, на корпусе расположен ИК-порт, кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1 Gen 1, микрофоны и динамики, но вот мини-джека нет, что стандартно в данной ценовой категории. Перекос по громкости между динамиками незначительный, но минус за то, что настроек по персонализации звука, как и вибромотора, минимальное количество. Притом, многие сравнивают звук этого смартфона, допустим, с теми же яблоками, но по заявлению, опять же, владельцев тех же Puro 60 Pro, а он у меня тоже есть, можно еще поспорить, в прошлой линейке лучше звук или нет. Спойлер, для многих лучше. Для беспроводных
устройств, есть стандартный набор кодеков, что в принципе хорошо, вам должно хватить. Huawei Puro 70 Pro оснащен таким же экраном, как и Puro 70 Ultra, а именно OLED LTPO экраном с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2844 на 1260 пикселей, защитой Kunlun Glass, адаптивной технологией обновления частоты экрана от 1 до 120 Гц, поддержкой технологии HDR Vivid, полноценным Always On дисплеем и плотностью пикселей в 460 ppi. В настройках можно установить низкое разрешение экрана или включить режим с автоматической настройкой разрешения. Экран с закругленными краями и рамки не громадные. По заявлению производителя в пике яркость 2500 нит, по моим замерам на 100% яркости он выдает 915 люксов, с включенной автоматической регулировкой яркости 1500 люксов, чего в принципе достаточно. Яркость он сбрасывает при игре до 570 люксов, но там не так все волшебно, позже чуть-чуть расскажу. Шим затемнения 1440 Гц, при измерении радексом не поднимается шим выше 12%, на ТКА, который имеет два паспорта по поверке, поднимается шим до 70%, но только при низкой яркости экрана. В принципе, экран не шимный, хороший. Частота дискретизации касания до 300 Гц, экран без проблем откликается на 10 касаний одновременно, по тачу он меня не радовал. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает далеко не идеально, но хорошо, что один и тот же отпечаток пальца завести несколько раз нельзя. Максимум можно завести 5 различных отпечатков пальцев. Внести биометрические данные можно двух лиц, а также можно добавить данные в другом образе. Но, повторяю, здесь не все так радужно и просто. Опять же, если не успеют стереть с форума, то тогда узнаете о проблемах. Если нет, то тогда получите их сами и сможете решить. Может, поделитесь как. Процессор максимально скромный, High Silicon Kirin 9010. Из-за этого остальной обвес такой же печальный. То есть Bluetooth и все остальное идет паровозиком, как и внутренняя память. Техпроцесс 7 нанометров. И я все время дезинформирую, что это технология 2019 года. По факту это процессор с технологией 2018 года. И Кирины были тогда также на 7 нанометрах. И яблоки выгрузили А12 на 7 нанометрах. Это было 6 лет назад. Сейчас они компенсируют это тем, что напихали побольше ядер. Хотя все прекрасно знают и из компьютеров, что это совсем чуть-чуть по-другому работает. Кристалл, шина адреса, шина данных, да, и даже архитектура процессоров у телефона, она по большому счету имеет тот же смысл. Максимальная частота у него 2,3 ГГц. В общем, вы поняли. Идеально допиленная 6-летняя технология. Графический процессор Malion 910, оперативная память LPDDR5 на 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на 512 ГБ. А в китайской версии доступна также на 1 ТБ. Плюс есть информация о версии на 256 ГБ. Операционная система EMUI 14.2 на базе Android 12 версии. Я бы хотел напомнить, что сейчас уже Android 14 версии, скоро будет 15. Будут ли они обновлять Android 12 версии, неизвестно. Вполне возможно, я чего-то не понимаю. Можете мне написать, что здесь не Android 12, может быть он 15 версии, может быть. Но пока на всех трех смартфонах даже продавцы со мной не спорили, что стоит Android 12 версии. Соответственно, говорить о поддержке, обычно поддерживают телефон 2-3 года. Здесь она минус 2 года. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии. Напоминаю, что здесь уже во флагманах во всех 7. Но в приложении с информацией о смартфоне модель отображает почему-то 5-ю версию. Ну, пусть даже 6-я. eSIM, Bluetooth чип старой версии 5.2, у всех уже стоит 5.4. Вот это реально без сарказма не особо важно, потому что с версии 5.1 они все более-менее хорошие. И 4G сети со всеми бендами. Разумеется, 5G в RU-версиях нет, и она большинству не нужна. Хотя кое-где 5G все равно ловит. Датчик приближения работает корректно. В настройках можно включить функцию VO LTE и VO Wi-Fi. NFC-модуль в наличии. Puro 70 Pro при тестировании в GPS выдает точность 4 метра. У некоторых пользователей, но их усиленно затирают с форума, есть проблемы с GPS. Все предполагают, что это из-за чехлов, притом у них у многих даже оригинальные, но это другая история. У меня GPS работал более-менее нормально. Не скажу, что идеально, но и не супер плохо. По поводу записи разговоров в стоке, она отсутствует. Если вы полезете на форум, будете скачивать звонилку, делать все по инструкции, то вполне возможно у вас что-то получится. Емкость аккумулятора 5050 мАч. В PC-марке устройство выдало приличные 9 часов 34 минуты. В Work Performance 9813 часов. Смарт поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, а также беспроводную до 80 Вт и реверсивную до 20. Заряжается он от 0 до сотки в среднем за 40 минут. За час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости в среднем уходит 5% заряда. А вот в играх идет магия. Почему? Потому что чем дольше ты играешь, тем больше он ест. Допустим, мы когда гоняли его в PUBG, он съел 26%. И напоминаю, да, что PUBG New State запустился у меня там через месяц. Через microG не запускался. Потом не запускался через Gbox. Потом один из подписчиков посоветовал мне APK Pure. Но, разумеется, активироваться через
через Google аккаунт я не смог, и как гость вы сможете играть. Но магия в том, что когда я поиграл 30 минут в PUBG New State, мне казалось, что очень жарко моим пальцем. Такой вот, будем считать, я нежный. Но когда я начал играть в Diablo, яркость он практически не сбрасывал. 570 люксов, сильно FPS не сбрасывал, тач чуть-чуть подглючивал, но не люто. Магия в том, что как только я проверил экран, он оказался 43 градуса. Когда я начал сейчас тестировать смартфон и уже обращать на это внимание, на темных сценах в Diablo, 44 градуса через 2 минуты. Внешняя часть экрана. Что с ним будет, если вы будете в него играть, я думаю, вам рассказывать не надо. Все учили физику, а если учили супромат, вообще супер. 44 градуса на экране через 2 минуты игры в PUBG New State у меня не было ни у одного смартфона. Зайдите на прожарку мою, у кого-то что-то не запускалось. То есть люди покупают смартфон и просто даже не могут установить. Есть какие-то программы из разряда Bazeus, там еще чего-то, которые просто будут сюда не вставать. Это уже не только мной проверено, есть еще блогеры, у которых были не рекламные обзоры, и они хапанули, как говорится. Но не будем о грустном, перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит он неплохо. Puro 70 Pro показывает 264 гипса минимально, максимально 331 гипс и в среднем 273 гипса на 100 потоках при 60 минутах. Отличный результат для смартфона за долларов так 200. В Geekbench в синглкоре 1320, в мультикоре 3775, в GPU OpenCL Score 3249, 3D Mark показал Wildlife 5136, Wildlife Extreme 1373, Wildlife Extreme Stress Test 1385, Wildlife Stress Test 5167, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu выдал результат 882 тысячи попугаев. Storage Test показал 91 тысячу. Стресс-тест смартфон завалил, прошел он его очень плохо, и в принципе это и показывает попытка в него играть во что-либо. То есть он начинает люто перегреваться, и повторяюсь, что я бы на нем не играл, потому что очень невысока вероятность, а точно он крякнется. Вопрос просто, за какие временные промежутки это произойдет. Переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей OmniVision OV50 с переменной диафрагмой, апертура 1.4 до 4.0, оптической стабилизацией, фокусным расстоянием в 24,5 мм, лазерной автофокусировкой, максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 12,5 мегапикселей с апертурой 2.2, цифровой стабилизацией и фокусным расстоянием в 13 мм. Плюс есть телемакросенсор на 48 мегапикселей с апертурой 2.1, оптической стабилизацией и фокусным расстоянием 92,5 мм. Smart также имеет 3,5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум и 100-кратный цифровой зум. Фронтальный сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 2.4, цифровой стабилизацией и максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Ультра я сравнивал со смартфоном от Apple, а Puro 70 Pro со смартфоном от Google. Если кратко, Puro 70 Pro при долгой видеосъемке перегревается, вследствие чего она тормозит, видео фризит и появляются пропуски кадров. Ночью с недостаточным освещением Huawei показал себя лучше, чем Pixel. С другой стороны, в сценарии использования ночи, но уже с большим количеством источников освещения, Pixel более корректно снимает и качественнее, чем Huawei. Напоминаю, он дешевле в 2 раза. Короткий пример вы сейчас увидите, как и сравнение, скачивайте исходники, делайте выводы сами. И 4К 60 FPS у Huawei. Да, контраст выкручен у Pixel, но динамический диапазон у Huawei примерно там же, где свежий Android. Но это лучший же смартфон на Android 12 в 2024 году. Как большинство их продавцов скажет, это Wired, это X1. Что самый стабильный Android они оставили. Вот. Напоминаю, что смарт на Android 500 тысяч раз за ролик напомню. Что это как мантра просто. Ее очень сильно избегают продавцы Huawei. Но вы должны ее себе повторять, когда идете, покупаете штуку за 70-50 тысяч рублей. Я покупаю Android 12 версии. Он вышел столько-то лет назад. Обновления будут или не будут, я не знаю. Вот примерно так. Потому что ПО решает. Ведь про поводу ПО как раз и говорят производители Huawei. Потому что процессоры у них, мягко скажем, очень древних технологий по нынешним меркам. Так что ПО должно решать на 12-м андроиде, да? Huawei может уйти на ультраширик, который вам, считайте, его нет в таких условиях. X1, допустим, X2 и X2 и основа. Вот так сможете себя снимать на эти два устройства в лифте. И немного еще фронталочки к вопросам как раз про то, почему 4К 60 FPS иногда хуже, чем 30 FPS. Потому что процессор не вытягивает обработку просто видеоинформации. Вполне возможно, кстати, у вас будет по-другому, потому что когда я сравнивал, допустим, CMF-овский смартфон
CMF Phone 1 с Honor 200, я был на 100% уверен и видел, когда снимал, что Honor 200 ушатывает CMF в нули. А потом я увидел сравнение на YouTube уже, и потом при рендере, и в итоге печальная оказалась. Печаль печальная оказалась в том, что CMF ушатал Honor. Опять же, по моему субъективному мнению, вашим может быть субъективное мнение другим. Я специально, кстати, скидывал даже в этот раз не только фото, но и практически все видеопримеры в свою личную телегу. Потому что когда смарт, далекий от съемки чисто за счет алгоритмов, вывозит без всяких сенсоров адекватных видео какого-то супер топа, по моему мнению, но это очень забавно. Вот здесь примерно такая же история, потому что пиксели это половинка в лучшем случае от Huawei, а у Huawei, кроме съемки, они предложить материалы только могут, и все. Так, 4К 60 FPS, классика, съемка с двух рук, потом 30 FPS будет, и вот так примерно вы сможете снимать. Ну вот здесь, кстати, идет ушатайка все-таки для пикселя полная. То есть Huawei снимает значительно лучше. Опять же, это первое впечатление. Сейчас ультраширик включаю на Huawei. Основа. И через секунду давайте прозумирую максимум X5 на пикселе. На Huawei X5 будет вот так, небо и земля, конечно. И на Huawei можно делать X10. И можно возвращать на единичку. Вот так. Против солнца съемка будет вот такая, точнее против источников освещения. Теперь интереснее, 4К 30 FPS, еще раз протер все линзы. И вот так ночью в 30 FPS надо снимать. Вы сможете снимать на эти два смарта. Разумеется, при 30 FPS, если не штатив, то во всяком случае надо плавно все делать. А если делать фото, то на выдержке. Вот так. На основу. Основа. Запомнили? Huawei выкручивает цвета. То есть зеленый, как на пикселе. И здесь то же самое Huawei делает. Ультраширик на пикселе. Просто как только ты включаешь на пикселе ультраширик, ты понимаешь, что на Huawei еще не такой плохой ультраширик, да? Но по цветам зато пиксель угадывает. И смотрите, из темных участков пиксель вытягивает на ультраширике лучше. 4К 30 FPS. X2. Основа. И съемка против источников освещения. Вот Huawei в этом смысле прям, по-моему, беда-беда. И классически, что ночью надо, это съемка в 4К 30 FPS с двух смартфонов на фронталку. Давайте чуть-чуть движение и потом закончим этот банкет. Почему? Потому что и так все ясно и понятно. Так, не закончим полностью, потому что надо еще снять точно фото для сравнения. Ну что, 4К 60 FPS, самая противная локация. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Повторяюсь, что это специфическая штука с этой съемкой. Потому что если вы смотрите не на YouTube, возможно, в ВК или Дзене, знаете, что качество режется капитально. И даже разницы вы, возможно, и не сможете увидеть. Посмотрите, как работает со светом Huawei. Вот на отражение в черепице. Видите источник? Если он также показывает, как и показывал, как показывает мне на экране, ну, все не очень хорошо, а мягко сказать, плохо. Вот так вот может все размываться пляж, когда идет сброс воды. Первый раз такое вижу. Так, теперь основа. И напоминаю, что Huawei может с ультрашириком работать, тоже в 4К 60 FPS, а Pixel не может. Но это все не критично. Почему? Потому что у Huawei все равно все печально. На ультраширике вы видите еще печально. Хотя, ну не, печальнее, чем у Pixel.
Хотя здесь, допустим, по основе не знаю даже, кто выигрывает. Тут ореолы. Нет, у Huawei вообще какая-то беда. Давайте ультраширик. 4К 30 FPS. Не знаю, кому это может нравиться, но кому-то, может быть, нравится эта съемка. И по цвету пляжа ближе пиксель. Ближе пиксель, приятнее Huawei. В принципе, достаточно, опять же. И фронталочки в 4К 30 FPS. Пиксель делает меня слегка мертвее, чем я на самом деле. Ну вот такая ночная у него особенность. Вообще лучше без звука смотреть все это дело. Потому что микрофоны вы примерно понимаете, а то, что я в итоге вижу... Ну вот на дерево посмотрите, что это за лепнина у Huawei. Опять же, смотря как смотреть и кому какой ближе, как говорится, контент. Ну что, 4К 30 FPS, помните это противное место? Да, не все тестирую здесь, потому что в последнее время было немного смартфонов. И часть из них я тестировал, напоминаю, в Японии. В Японии есть, кстати, ролик на этот смарт. Один день в Японии на Huawei Puro 70 Pro. Народу не особо понравилось, потому что он пожирает FPS, перегревается и много еще прелестей. Вот так вы бы снимали, как и я, примерно. Опять же, может быть, если ехать в какое-нибудь супер холодное место. Но напоминаю, что в Китае в целом не холодно, прям как вы думаете. Центрального отопления там нет. И они должны быть рассчитаны на подобного рода эксплуатацию. То есть летом ультраширик. И 4К 60 FPS. Еще я не буду вам говорить, что Puro 60, точнее 60 Pro хуже, потому что, повторяюсь, по железу он лучше. Как он снимает, кстати, это ультраширик на Puro. Вот Puro Pro, 70 Pro, вот здесь. Так вот, по мне 60 Pro, учитывая, что у него ценник в 2 раза ниже, очень часто он там 40 с копейками прямо в магазине, я, по-моему, 38 последний раз видел. Это прям пушка, бомба, гонка для тех, кто хочет попробовать жизнь без гуглов. Все, кто у меня из знакомых ее попробовали, но они как бы работают. Когда ты работаешь, намного сложнее это все. Они, конечно, имеют вторые смартфоны для того, чтобы можно было туда все установить. У вас, возможно, это получается без вторых смартфонов, но ультраширик 60 FPS на Huawei и основа 60 FPS. Вот так. Так, режим профи 4К 60 FPS. И чтобы я не говорил, фотографии на этот смартфон снимаются просто нереально классно. Другой вопрос, что видео он не вытягивает по мне. Это ультраширик. Это основа X2, X4, X10. И матрица не в том, что он плохо снимает. Нет, он снимает хорошо. У него просто пропуск кадров идет, если долго снимаешь. Перегрев. И опять же, это моя история, у вас может быть все великолепно, да? Здесь, разумеется, могу изменять ISO, в автомате оно стоит. Вот сейчас я, допустим, в режиме реального времени в видео могу его изменять, включая автомат. Экспонирование сейчас на нуле. Фокус даже сразу лут накидывать. В общем, снимает он прям нереально круто. Если ручками работать. В принципе, как и все, если работать ручками. Если начинать снимать в движении, то это будет выглядеть вот так примерно. Это основной модуль. Съемка с одной руки. В левой у меня сумка. И после Sony, конечно, это кайфушки. Достаточно потестить Sony, чтобы потом Huawei говорить, как он хорош. Так, это фронталка 4К 60 FPS. Знаете, как можно хвалить Huawei Puro 70 Pro? Это если ты тестируешь параллельно еще Sony Mark 4, Mark 6 точнее. Вот по сравнению с Sony Mark 6, даже без гуглов, чисто из-за видео, из-за всего. То есть я не знаю, как можно сравнивать. В общем, я нашел, с кем их сравнивать, с химинанометрами. Хотя у Снэпа 3 восьмерок было и 5, но кому-то это не важно.
что технологии старые, потому что бренд хайповый. Ну, его же все расхвалили. Но хорошо, когда его продавали по 53. Вы же помните в ритейле? Два с лишним дня перекупы закупились. Всем показалось, что это купили пользователи. И теперь добро пожаловать на Авито. В общем, снимает он на фронталку. Кажется, что неплохо, но по мне очень даже нехорошо. Опять же, все познается в сравнении. Сейчас вы видите его отдельно. А любые вообще смартфоны по видео надо воспринимать в сравнении, потому что без сравнения вам будет казаться, что снимает даже мыльница за $150 неплохо, и смотря на чем вы опять же смотрите. 4К 60 FPS и не успел, ну чуть-чуть успел. Вот он, последний взрыв-пакет. Так избавляются от злых духов, по-моему. Осуждаю сам себя, я не знаю в чем, но в общем X10, X2, X1 и главное ультраширик успел поснимать вам. Контраст выкручивает не сильно, кстати. Ну, выкручивает, понятно, но не так сильно, как я бы подумал. А вот здесь долго он думал. Долго. 4К 60 FPS, супер дешевое кафе. 10 бат всего бутылка воды и супер нереально крутой вид. Ультраширик. Так, 4К 60 FPS, вы очень часто видите эту локацию при съемке на смартфоны в моих обзорах, поэтому я сюда и приехал. Но сейчас я тестирую здесь Sony и Яблоко. А вот чем буду Huawei Puro 70 в следующий раз тестировать, я не знаю, увидите в паре его. Но это уже отдельный день. Ультраширик ловит зайцев, и работа со светом отвратная. Основа получше. X4 не в красную, и X10 такая же история, разумеется. Но переключаться удобно. Максимум X10. Ночной X10 бесполезен. В принципе, как и дневной на видео, я считаю. И вот так вы сможете снимать на ультраширик и на основу. В целом, очень даже неплохо. А кто-то ж там живет, да, прикиньте. Не будем подсматривать. И немного фронталки в 4К 60 FPS. Разумеется, можно включать ультраширик и X1. Вот так сможете себя снимать. Штатный подсъем кофе X1, X4, X2, X10 с дополнительным освещением. К слову. Вот сейчас X10, X4, X2 и X1. Вот так вы сможете снимать процесс приготовления кофе в гейзерной кофеварке. Многие меня из подписчиков предупреждают, что это вредно. Я ничего подтвердить или опровергнуть не могу, потому что это пищевой алюминий. Мне кажется, супер вредно быть не должно. Но вопрос еще, да, в капсульных не вреднее ли кофе после всего этого. X2, X1, ультраширик. Помог пальцем с автофокусом, с фокусом X1. И вот так на 70 Pro вы сможете снимать процесс приготовления кофе. Давлю, кстати, неплохо, очень неплохо. Я думал, что с автофокусом будет все намного хуже. Намного. Но вроде все очень даже прилично. Очень. Вот в такую погоду он снимает отлично. Почему? Потому что он не перегревается. Это не сарказм. 1084К 60 FPS, основной модуль. Сейчас я перехожу на ультраширик. Довольно плавно он переходит, но сейчас был какой-то срыв. Основной модуль. X2, X4, X10. И зумируем максимум X10. На фронталку, разумеется, перейти нельзя. И фронталка 4К 60 FPS, динамический диапазон видите, но здесь любой смартфон будет, скорее всего, сходить с ума, хотя не факт. X1, но чтобы себя снять, вам хватит камеры. Рассеянный свет, конечно, супер противная штука.
И предметная съемка в тех же условиях. Расколбас какой-то чуть-чуть. Основной модуль, ультраширик, X1. Цвета видите, как меняются? X2, X4 и X10. X1. И следим. Так, 4К 60 FPS, ночь, съемка с одной руки. И штатно на этот смартфон, как и на другие, снимаю на той же локации, байк. Еду плавно, но в то же время напоминаю, что без шлема, с двумя руками всегда нужно кататься, не нарушаем правила. Ну а кто нарушает, точнее вот кто, допустим, сзади у вас будет ехать, или вы будете ехать на велосипеде, допустим, позади основного, позади водителя. Пассажирам сможете на ультраширик вот так снимать, на X4, X2. Вообще это все бесполезные приблуды. Почему? Потому что ночью снимается все с дополнительным освещением, с постановочным. Видео постановочное, чтобы оно было хорошее, оно всегда постановочное должно быть ночью. Днем еще можно чисто за счет света сделать что-то крутое. Хотя, с другой стороны, все довольно потребно. Мне очень не нравится, как он с светом работает. Вы видите? Я уже устал его протирать. Это все вот просто это Huawei. Напоминаю, что Huawei может вот так на основу снимать в 4К 60 FPS. Можно переключаться на ультраширик. И это очень удобно. Можно переключаться на телевики все. X4, допустим, X10. И потом X2, X1 и ультраширик. Вот максимум. И нет, меня не колбасит. Я могу встать, могу сделать постановочное видео для вас, но для вас вот это важнее. Видите переход с ультраширика на основу? Ну, во-первых, ультраширик по качеству вы сами видите какой, 0.9 X1. А во-вторых, сам переход не плавный вообще. И работа со светом, ультраширик, основа. Не скажу, что даже без сравнения он работает идеально с источниками освещения. И на фронталку, к сожалению, перейти нельзя. Фронталка на 0.8 будет снимать примерно вот так. На ультра широкий угол так. И X1 вот так. И еще немного фудблогинга. Но теперь уже без сравнения. Ультраширик, основа, X4, X2, без дополнительного освещения, X1. Если бы краски не крутил, ну, кстати, не сильно крутит. Ну ладно, вот так сильно. И вот яркий вам пример того, как ты, фотографируя в автомате, надеешься, что вот она пура. Я надеялся, что у нее будет фотография в фокусе девочки. Фотографий в фокусе девочки очень много, но они не вертикальные, они горизонтальные, для сравнений не пойдут. А вот в одном и том же моменте, когда я захотел сфотографировать фигурку, получилось, что фигурка лучше сфотографировалась в автомате на пиксель. Но это тот редкий случай, когда он где-то как-то победил. Начнем с этого. С одной стороны. С другой стороны, обратите внимание, как заблеривает фигурку Huawei и устраивает ли вам такая история с такой довольно приличной пикселизацией. По цветам, разумеется, ближе даже задний план у пикселя, но это не важно. Как говорится, большинство говорит, мне цвета натуральные не нужны. Если брать фотографии ночные, смотрите, с одной стороны я могу показать вот здесь. Угадайте, где пиксель 8А. Ха, вот он, где пиксель 8А. Пиксель 8А здесь, но мы лучше видим смартфон у товарища, который снимает. С одной стороны. С другой стороны, ты берешь и сравниваешь источники освещения, и здесь уж атака по полной программе у Huawei. То есть Huawei в этом смысле фото молодец. То есть с источниками освещения он намного лучше дружит. И по детализации, по всему остальному он, разумеется, выигрывает. Повторяю, что это два основных модуля, потому что ультраширики здесь и там. Печально у Huawei ультраширик, и со стабилизацией у него беда, и со всеми остальными делами. Но опять же, это все относительно, кому-то может быть нравится. И как бы я ни фотографировал на
Pixel, я вам скажу, что волосы лучше значительно у Huawei. Он делает меня краше и моложе. Понятно, там здесь не 60, а 52, но это делает из меня 70-летнего. Ну и сравнение дневных фотографий. Вот обратите внимание, что у нас две фотографии на Pixel 8a и получается на Huawei Puro 70 Pro днем. Насколько вам что нравится, решать, разумеется, вам, но по детализации, конечно, Puro ушатывает по полной программе. С цветами ближе Pixel, но в закате цвета цветами, детализация лучше у Puro. И, в принципе, это не особо сильно и видно по разным кускам, если смотреть. Но шумов больше у Pixel, это раз. Два, вы посмотрите, как из темноты вытягивает больше все-таки информации у нас Puro. Не намного, но больше. Если говорить про цвет воды, реальный цвет у Pixel, но вы посмотрите, сколько шумов. Если говорить про фотографию, вот стол я фотографировал с недостаточным освещением. Здесь довольно интересно, потому что, опять же, Pixel 8a устроил нам лютые шумы. Здесь Huawei сделал довольно неплохое размытие. И вот эта фотография относительно непотребна, хотя, опять же, относительно. Но Huawei однозначно на голову выше. Две ночные фотографии Puro против Pixel, опять на основные модули. И насколько хорошо Puro снимает, можно увидеть вот по этому транспаранту, видите? То есть экран ЖК, он что-то попытался даже передать. Если брать здание одиноко стоящее, вот это Hilton, то же самое. Здесь все четче. И в целом ощущение от фотографии, пусть Pixel правильные цвета, но деталей меньше, из тени он меньше вытягивает. И вот это вот, конечно, вот этот мольберт с этим ИИ мольбертом, однозначно Puro в недостаточном освещении отрабатывает свои деньги с фотографией. Хотя здесь, опять же, вот смотрите, облака у нее вообще никакие. То есть шумы пошли у Puro в облака. У Pixel, наоборот, облака адекватные. В целом фотография адекватна. И нужно смотреть под себя. То есть возможностей больше здесь, но реализация пока 50 на 50. То есть вот эта часть нормальная, здесь можно выбрасывать. Здесь все, средняя температура по больнице, но кусками проигрывает прям серьезно. Минусов много, о них я буду рассказывать, когда буду резюмировать. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, но чаще всего подобные вещи покупаются либо на Авито у людей, которым разослали эти смартфоны, а их очень много для того, чтобы сделать рекламу, и вы можете купить за копейки у народа, который недавно делал обзор и не может продать. Либо второй вариант, как я понимаю, с лютыми скидками могли купить по баллам представители сетевых брендов. Ну и в конце концов, если у вас есть кто-то из знакомых в Китае, там раздавали эти смартфоны, а вполне возможно вам дешевле они их продадут, если вам он нужен. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, ему личный телеграм-канал, вы этим очень сильно поможете проекту. Ну и резюмировать я бы хотел максимально долго и мучительно. Первое, человеку, который бегает по форумам и уточняет, каким образом я установил все-таки сюда PUBG New State, это не секрет, я сказал на стриме, вы просто не услышали. В этот раз у меня получилось его просто через APK Pure установить. То есть до этого у меня не получалось, через microG, через Gbox. Инструкции постоянно меняются, но, как говорится, контракты у блогеров закончились, чтобы они вам объясняли, как сюда что установить. А Huawei на это дело забил. Сколько надо, они уже на заводах раздали, сколько надо, они уже продали по этим скидкам. Но к чему это все? Вообще любой, резюмирую про этот смартфон, должен начинаться с того, что у вас смартфон с технологией процессора 2018 года. То есть они в 2018 году, 6 лет назад, выпускали по той же технологии 7 нанометров процессора. Поэтому идут старые обвесы. Старый Bluetooth, старый Wi-Fi и все остальное старое. И вы за это платите. Я не знаю, почему тогда не купить их 2018 года телефон. Но не будем об этом, к этому мы вернемся. Следующий важный момент. У нас здесь Android 12 версии, поэтому фраза «поддержка будет 10 лет», 5 лет, 3 года, 7 лет, как у Гугла, здесь звучит максимально смешно. Я понятия не имею, как долго этот смартфон проработает. Я единственное знаю, что 288 страниц, посвященных Huawei, в которых нет ни одного моего обзора, потому что я рассказываю как раз про какие-то тривиальные вещи из разряда «половина программ у вас сюда вставать вообще не будут». Так вот,
Чаще всего я советую, у вас есть 60-70 тысяч рублей, вот 70. Вы идете к блогеру любому, техно, которому доверяете, не мне, и спрашиваете, вот я за 70 тысяч куплю OnePlus 12 или Huawei Puro 70 Pro, что ты мне посоветуешь? И запомните его слова, потому что столько боли, сколько доставит вам этот смартфон в повседневном использовании, не доставит ни один. И я как раз говорю из разряда, допустим, той же плавности. Те, кто владеют Huawei P60 Pro, зайдите в магазин, полистайте менюху и оцените, у кого более плавно и быстрее открывается одно или другое. И вы сильно удивитесь, у вас очень классный смартфон на более современном процессоре. Если говорить про конкретно эту железку, это не про игры однозначно, потому что когда он у меня через 2 минуты после тестов уже перегревается до 43 градусов 44, у меня экран показывал на подсъеме, но это дичь. Да, я вчера его прогнал на стриме, мне казалось все норм, потом в конце стрима я решил проверить, почему-то мне реально горел палец, я думал неженка, оказалось 43 с лишним градуса экран. Это плохо. Сегодня я этой цифры уже добился через 2 минуты подсъема в Diablo. Это тоже плохо, то есть игры откидываем. Если говорить про съемку, FPS он сбрасывает при длительной съемке, потому что процессор не вывозит, потому что память не вывозит. И вот эти 4К 60 FPS у вас их не будет. Проблем с фотографиями, их не всегда затирают, эти проблемы. Зайдите на форумы и посмотрите. Это не идеальный камерафон. Понятно, что его закупили по цене металла и продают вам, потому что там, когда закупил его по 20 тысяч, продавать по 70, это прям вау, такая маржа. А сколько, по-вашему, стоят технологии 2018 года? Спойлер, нисколько. По поводу кружков в Телеграме, которые вам нужны или не нужны. Оптимизация этого устройства настолько волшебная, что там идет рассинхрон звука до сих пор с видео. Можете посмотреть в моем канале. То есть куда ни ткни, везде здесь какая-то радость. Как я должен закончить это все? Наверное, тем, что у него интересные алгоритмы, кому-то нравится объем, кому-то понравятся его фотографии. Они очень хорошо контачат с DxOMark, поэтому очень классно начинать обзоры или заканчивать с того, что посмотрите, на каких местах стоят Huawei, с их вагонами средств, которые они туда отправляют. Во всех остальных случаях доверяйте своим глазам, скачивайте исходники. Я повторяюсь, я проходил с этим устройством просто бешеное количество времени. Я понятия не имею, как можно пользоваться подобным. Если не пользоваться ничем, ни наушниками, ни часами, не пользоваться мессенджерами, ничего не обновлять. Как звонилкой можно тапик купить от кого угодно. Но это мой взгляд. Разумно приобретать, повторяюсь, только то, что вам надо и что вы хоть как-то сможете использовать без проблем, потому что это должен быть ваш помощник. И нет идеальных вещей. Есть компромиссы, которые вас устраивают или нет. Здесь компромиссов море. Если я в чем-то не прав был, можете написать мне в комментариях. Повторяю, что все эти Google программы, АПКшки, еще что-то встает, что-то не встает. Способы все время меняются. И Google сервисов здесь как таковых нет. То есть ты постоянно будешь себе взрывать мозг, а как что-то обновить, как что-то установить. Говорю, активироваться в PUBG New State через Google Play нельзя, через это нельзя, это не работает. А кто ли я, а что ли я? Повезло тем, кому раздавали это дело Huawei на заводах. Поэтому я его сравниваю с Pixel, потому что это популярный смартфон. Хотя Tensor просто мракобесие. Это лучший смартфон 2024 года однозначно на Android 12 версии. Это лучший смартфон 2024 года на процессоре с технологией с 2018. Лучше просто нет. На этом я и хочу закончить. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. И повторяюсь, смотрите все обзоры у меня на Huawei, именно обзоры одним кадром, чтобы посмотреть, как снимают это дело. Добра и удачи вам, дорогие друзья!